Viinaakin joskus täytyy viljellä. Viina tarpeeksi nautittuna ilahduttaa ihmisen ruumiin ja sielun. А знали ли вы, что в Эстонии на побережье Лима-Лорант у Финского залива находится небольшой музей контрабанды спирта, который находится у меня за спиной. Куда я сейчас пойду, посмотрю и покажу вам, что это за музей. А располагается музей в комплексе отдыха Тулевея. А кроме музея здесь также небольшой отель, смотровая вышка, ресторан и порт в месте впадения реки Пуртсе в Финский залив. Именно здесь находится одно из мест в Эстонии, где как раз происходила контрабанда спирта. Контрабанда всегда была опасным, но очень прибыльным делом. 1 июня 1919 года в Финляндии вступил в силу сухой закон. Он закрепил за государственной алкогольной компанией монопольное право на производство, импорт и продажу алкогольных напитков. Но, как понимаете, желание выпить ни у кого особо не поубавилось. В Эстонии же на повальную контрабанду огненной воды повлияло одно из обстоятельств, конкретно связанных с этим местом. Местные рыбаки с незапамятных времен ловили здесь лосося и неплохо на этом зарабатывали. Но после открытия шахты в Киви-Йли река Пуртсе, впадающая здесь в Финский залив, была сильно загрязнена. Лосось покинул эти места, оставив рыбаков без привычных им заработков. Это и стало одной из причин занятия контрабандой. В общем, то и другое стало толчком начала золотой эпохи контрабанды спирта. Алкоголь везли из Германии, там он был значительно дешевле. Продавали его как в Эстонии, так и в Финляндии. В основном его везли из Данцига, Гданьска, поскольку в то время там не существовало каких-либо налогов или акцизов на спирт. Суда, которые везли алкоголь из этих портов, зайдя в Финский залив, становились на якорь в нейтральных водах. Это то место, где не действуют законы государств по обе стороны залива. Таким образом, контрабандистов не имеет права досматривать пограничные службы. Но, как правило, пограничники следили за тем, как более мелкие суда, катера перегружали с больших судов контрабанду на свой борт. И как только они выходили в территориальные воды, за ними начинали охотиться. Опасность пойманными была велика, но размер прибыли делал свое дело, и многие шли на риск. Контрабандист имел 10 крон с каждой 10-литровой канистры спирта. Конечно же, основную прибыль получали так называемые контрабандные короли, которые, как правило, сами в процессе перевозки не участвовали. Часто использовали так называемые торпеды, конструкции, вмещавшие большое количество 10-литровых канистр. Их крепили к корме судна, и если приближался пограничный катер, трос рубили, и торпеда тонула. Но была одна хитрость. К торпеде также крепили мешок с сахаром или солью, в которой был буй. И когда соль или сахар растворялись в воде, буй всплывал, указывая местонахождение торпеды. И, естественно, ее поднимали и забирали. Катера у перевозчиков огненной воды часто были с мощными моторами, чтобы уходить от погони. А поскольку бензин в то время был дорогой, то их иногда заправляли тем же спиртом, что и перевозили. В контрабанде спирта участвовали практически все прибрежные жители, как северного, так и западного побережья Эстонии. В Эстонии связь между контрабандными королями вела высшие эшелоны власти. В самый расцвет контрабанды спирта в ней было задействовано около 5-10 тысяч людей, и ее влияние на экономику было довольно большим. А еще в обиходе появились новые слова: трогар – спекулянт, спиртовоз, и тонгер – пограничник. Здесь
интерактивное видео, которое рассказывает об истории контрабанды спирта в Эстонии. Довольно интересно, рекомендую всем послушать. И здесь находятся канистры различные, фляги и прочие предметы, которые использовались для перевоза контрабандного спирта. А также находится вот такая контрабандная торпеда. Особо лично мне понравился сам рассказ о том, как происходило все в те времена. Довольно интересно, можно послушать. И если будете в этих краях, рекомендую заехать и посетить это место. Вот так. А еще здесь вы можете встретить такую забавную табличку. Она как раз напоминает о том, что в этих краях раньше действовала пограничная зона. И чтобы сюда попасть, нужно было специальное разрешение. Здесь также находится плавучая баня, которая сделана на базе бывшего рыболовного судна. Но, к сожалению, я не могу попасть в порт. Сейчас здесь все закрыто. Но выглядит она с наружной стороны вот так. Пару слов о ресторане. Он, так же как и все это место, весь комплекс называется Tuuliveä. Кстати, в переводе это означает огненная вода. Надеюсь, я не ошибаюсь. Ресторан мне понравился, и после его посещения у меня остались исключительно положительные эмоции. Но я хочу отметить две вещи. Это оформление ресторана. Конечно же, он также оформлен в стиле контрабандистов. На стенах висят различные картины, вместо люстр рыбацкие снасти. А также приятно удивило, скажем, подняло настроение это меню. В общем, ресторан, на мой взгляд, стоит того, чтобы его посетить. И на этом мое небольшое путешествие заканчивается. И я хочу всем пожелать удачных, позитивных путешествий и новых интересных открытий.